Россиян призвали срочно покинуть страну. Заявление Кремля о мобилизации остались считанные недели. Тайный прилет в Москве Кремль застали врасплох. Авиация США в небе над столицей РФ. Похищение любимицы Путина. Ближайшая соратница и помощница готова дать показания против главы Кремля. Кремль готовит необратимое. Летающий Чернобыль готов к ударам по украинским городам. Новое страшное супероружие агрессора. Граница заблокирована. Удар по международному пункту пропуска. Втягивание еще одной страны в войну. Мобилизация женщин в Украине. Неожиданное предложение и жесткая реакция, и резкое официальное заявление властей. Бои в Киеве. Военные вышли против полиции. ЧП в столице. Об этом и многом другом в свежем выпуске новостей на Нехт. Вторник уже в самом разгаре, а вместе с ним и поток горячих новостей. Все, что нельзя пропустить, прямо сейчас. Этой ночью сразу как минимум в 2 российских регионах громыхнуло не по-детски. В Краснодарском крае вспыхнул Афипский НПЗ. Уже 5-й удар по нему с начала года. Погибли 2 человека, задело 10 частных домов. Параллельно взрывы прогремели в Ростовской области. Целью, судя по всему, стал крупный Новошахтинский завод, который, к тому же, кормит топливом российскую армию. Он остановил работу из-за повреждений. И вот результат. Самой популярной марки бензина А95 не найти уже почти на 80% заправок всей страны. Даже в Москве заправиться этим бензином теперь целая лотерея. В оккупированном Крыму и Чечне его почти не осталось вовсе. На колонках не стойте, бензина нету. Будет только под утро. Причина проста. С начала года дроны атаковали российские НПЗ уже больше 70 раз, а только в августе полностью встали 5 заводов. Пермский вообще добивали дважды за месяц. Теперь он тоже не работает совсем. Более того, теперь пожелание, чтоб сгорел твой НПЗ или ПВЗ, становится новой нормой проклятий в России. Кругом бомбы падают, и бытовые конфликты теперь уже такие. Чтобы он сгорел твой, бомба упала на твой пункт. Ну, как говорится, по заказам телезрителей. Пусть потом не сетуют. Но кто открыл весь этот ящик Пандоры, кто начал всю эту движуху? Напомним, на этот вопрос уже ответил сам Путин. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что же, получите ответ. Ну, ответ – бензина нет. В Казахстане загорелся Атырауский нефтезавод, один из 3 крупнейших в стране. По данным компании, загорелись нефтяные отходы в системе очистки. Никто не пострадал, пожар уже потушили, завод продолжает работать. К слову, Казахстан недавно согласился принимать российскую нефть на переработку на другом заводе «Конденсат», а затем возвращать России около 30% всего топлива. Ничего не понятно, но очень интересно. Во Внуково этим утром сел американский военный самолет Boeing C-17. Тот самый тип, что перевозит войска, технику и правительственные делегации. Летел он с базы Эндрюс, откуда стартует и президентский Air Force One, через Ригу прямиком в Москву. А вот в Кремле, что забавно, о госте вообще не в курсе. Песков заявил, что информации не располагает. И никаких встреч с американцами на этой неделе не планируется. Репортер CBS оказался более проинформированным. Оказалось, Москву сегодня посещает директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Армия великой державы тем временем все больше воюет уже не на фронте, а с многоэтажками и торговыми центрами, где спят обычные люди и покупают продукты матери с детьми. И пока в России считают убытки, в Украине этой ночью считали погибших. Российская бомба и ракеты обрушились на Запорожье, Харьков, Днепр, Киев и Чернигов. В Запорожье авиабомба убила 2, в Харькове ракетой убили еще 1 человека. В Днепре разбомбили один из крупнейших торговых центров. С начала года только в украинской столице от таких ударов погибли уже 140 мирных, из них 5 детей. Большинство жертв пришлось на последние месяцы, когда Россия резко нарастила число ударов.
Но в самой России этого, конечно, не замечают. Там все СМИ раструбили другое. ООН осудила Украину за удар по Краснодару. Только решили тихонько не упоминать, что запрос отправил сам ТАСС, а в ответ получил стандартную формулу про удары с любой стороны, где бы они ни происходили. Именно эту часть в основном подрезали. А 2 недели назад тот же Гутерриш куда жестче осуждал удар по Киеву с 17 погибшими. Но об этом никто из российских СМИ не напомнил. Другой вопрос вот в чем. А что теперь погибшим-то и их семьям от всех этих заявлений? Россия де-факто атаковала новую страну. Формально удар пришелся по Украине, но фактически прилетело и по Молдове. Российский шахед разбомбил пункт пропуска Виноградовка на самой границе с Молдовой. Вспыхнул пожар, повреждена инфраструктура, и теперь через эту границу просто нельзя проехать. Это уже 3-й такой удар по молдавской границе за последние дни. Кремль методично добивает не только черноморские порты, но и последние сухопутные дороги Украины, задевая при этом соседнюю страну, которая вообще не воюет. Настоящий кошмар из фантастики стал реальностью. Как выяснила The New York Times, в прошлом месяце в Запорожье российский дрон впервые самостоятельно, без участия человека, выбрал себе жертву и убил 3 человек. Оператор направил беспилотник к заправке, а дальше искусственный интеллект уже сам решил, куда бить. Не сумев облететь жилой дом, дрон врезался в стену, за которой прятались люди. Там же были баллоны с пропаном, на которые дрон и был обучен нацеливаться. Это угроза для всего мира. Через несколько лет мы будем жить в фильме «Терминатор». Это не шутка. Машины принимают решение о нанесении удара. Специалисты нашли на обломках дрона чипы NVIDIA и код распознавания объектов. Машина в буквальном смысле сама решила, кого убить без единой команды человека. Показательно, что похожий план был и у Украины. 1000 автономных дронов на московские аэропорты. Но Зеленский лично его притормозил, опасаясь, что ошибка ИИ может зацепить гражданских. Россию такие сомнения, видимо, не мучают. У российских берегов происходит кое-что не менее пугающее. На новую землю, где расположен главный ядерный полигон страны, стянули самолеты для отслеживания траектории ракет и замера радиации. Точно как перед прошлыми испытаниями крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которую на Западе прозвали «летающим Чернобылем». При аварии она способна разбросать радиоактивное заражение на огромной территории. А аварии там не редкость. Все испытания 17-19 годов ракета провалила 13 из 13 раз. Путин позже объявлял об успешных пусках в 2023 и 2025, но что стало с ракетой после, так и не показали. Ну что ж, если уже даже Песков клянется, самое время собирать чемоданы. Пресс-секретарь Кремля заверяет, новой мобилизации не будет. Это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле. Вот только у этого человека уже богатый послужной список подобных заверений. В феврале 22-го, за 4 дня до вторжения, он клялся. Какой смысл России на кого-то нападать? А в сентябре того же года, всего за 8 дней до объявления частичной мобилизации, обещал, что и ее не будет. Тем временем представитель Украины в ООН Мельник уже на весь мир призывает россиян покинуть страну. Сразу же после очередных фейковых выборов 20 сентября этого года Путин начнет массовую насильную мобилизацию. До 500 000 человек он отправит всех в Украину. Но это билет в один конец. Поэтому пока еще не поздно, у вас остаются считанные дни и недели, чтобы спаковать вещи и уехать из России. При этом принудительная вербовка на войну, по данным правозащитников, уже вовсю идет как минимум в 17 регионах страны, без всякой официальной мобилизации. Экс-советник Трампа по Украине Кит Келлог предложил мобилизовать украинских женщин. Потому что они воюют ничем не хуже мужчин. Очень важно, чтобы женщины, как часть общества, шли на службу. Я в пример привел свою жену и дочь, которые служили в армии США. Вот только обеих, как выяснили журналисты, никто не мобилизовывал, а обе пошли служить добровольно, и ни одна не была в штурмовых подразделениях. Украинская сторона идею не оценила.
Давайте так, не Америке нам рассказывать, чтобы мы мобилизовали женщин. Такая сверхдержава должна думать, как помочь нам ракетами, как остановить Путина, а не бросать в бой женщин, потому что они сильные. А вы согласны? Ближайшую соратницу Путина попытались похитить прямо у нее под носом в разных регионах страны. Причем не абы кого, а ту самую чиновницу, которая вместе с Путиным ищет Международный уголовный суд за похищение украинских детей с оккупированных территорий. Теперь, по ее словам, похитители охотятся уже за ней самой. Нет, не покушение. Я им живая нужна. Захват, чтобы я дала показания против президента. У них же доказательной базы нет никакой. Доказательств никаких, да. Зато теперь уже с охраной ходит путинская любимица детей. Был президентом, а сейчас жестко задержан. В Армении задержали экс-президента Роберта Кочаряна и его сына Седрака. Дело связано с коррупцией. Одновременно прошли обыски у другого сына оппозиционного депутата Левона Кочаряна. Все это на следующий день после публичной перепалки премьера Пашиняна с семьей Кочарянов в парламенте, где Пашинян грозил забрать у семьи имущество. Настоящие бои в украинской столице, правда, не с врагом, а массовая драка патрульных с военным прямо на улице. Водитель нарушил ПДД, попытался сбежать и влепил патрульному кулаком в лицо. На вызов моментально съехалась чуть ли не вся полиция района. Да он его задушит сейчас. Да. В сети мнения разделились. Одни защищают ветерана, другие оба хороши. Нервы в тылу на пределе, и это еще даже далеко не конец войны. А в завершение настоящий смак. Тульские власти наградили героев, сбивших украинскую ракету «Фламинго», пряниками и пастилой. Губернатор лично официально распорядился вручить. При этом в том же регионе за мошенничество задержали главу компании «Тула-Дрон». Она получила больше $1 миллиарда на нацпроект по беспилотникам. Этого уже должны награждать в Украине. Ведь с такими своими России и врагов не нужно. Спасибо, что были и остаетесь с нами. Обязательно подписывайтесь, если еще не сделали этого. И увидимся утром.